Что, оператор такой хочется снимать медленно, да? Да вообще что-то я тут прямо растерялась в твоем этом рассаднике. Это не рассадник, это все любимое, родное и очень нужное. Ёлки ты палки. Короче, небольшая, но таки уже коллекция. А я думала, экскурсия. Ножей. Что? Экскурсию решил провести нам тут по своим вот Да этим не совсем экскурсия. гаджетам. Многие уже ребята видели ножи. Тут есть рабочие, есть те, которые я вообще очень люблю и очень редко выгуливаю. Да, это именно он. Ты не понимаешь, что это за ножик. Ладно, короче. Если ты уже остановила взгляд, так давай я тебе быстренько покажу. Ты шо? Он еще в японской бумаге, ты видишь? Это Марат подарил? Да. Ребята, ценители ZDP-189. Те, кто знают, напишут шикарные комментарии. Те, кто не знают, почитайте в Лохмате Google, короче, и тоже напишите комментарии. Это просто песня, это просто праздник. Ёлки-палки. Не у каждого японца есть такой. Так, аккуратненько. Вот так вот, Катюша, надо обращаться с вещами, поняла? Красиво. Шо? Шо там опять не А что то? ты вырядился, как на свидание? Как вырядился? Штиблеты новые. Я просто тебе запачкал, это уже не новые, я в них ходил, так что я тебя умоляю, оставь ты в покое. Слушай, еще раз говорю, оставь ты в покое, давай сделаем внимание Давай. на удивительные вещи. Друзья, всем привет, с вами Дискалип Иван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки, что? Тихонько. Я тихонечко, чтобы... Ребенок, тихо спал. Что я хотел сказать? Еще никогда не было так легко точить ножи. А что дальше сказать? Все. На самом деле, еще никогда так легко не получалось точить ножи, пока не появилась у меня вот эта вот штука, Worksharp. Обалдеть, вот это А у тебя их две уже? агрегат Катюня. Это больше твой. Это мой, что-то я об этом не знала. Вот благодаря вот этой штуке, это может каждый ребенок, бабушка, дедушка, женщина, Значит, любая, как 7 кустов точить. пионов, это много, а 2 вот таких вот точилки, это нормально. А теперь послушай внимательно. 7 кустов пионов это только тебе, а 2 точилки это нам на двоих. Понимаешь разницу? кем? С тобой. Это вдруг я уеду на рыбалку туда надолго. Надолго. И ты случайно собралась что-то приготовить, а у тебя тупые ножи. Так я должна как минимум месяца 3 готовить, чтобы они По затупились. соседям там не искала себе знакомых, которые умеют такие хорошо точить. У тебя будет. Не, на самом деле вот эта вот вещь идеальная, простая. Тут вообще ничего не надо, ребята. Всунул нож, провел пару раз и готово. Ну, а вот это уже мини-заводик. А тут не всунул нож, провел пару раз. Катюша, ты посмотри сюда. Вот этот агрегат, ну, геть непростой. Угол заточки меняется в зависимости от того, какой агрегат тебе надо поточить. Ага, вот тебе и ага. Сразу скажу тем, кто не знал. Обыкновенный европеец, угол заточки 20 градусов. Любой японец 15-16. Это угол. Есть там топоры 40, 30. Обыкновенный, короче, вот такой топорик, который там тебе в обиходе, не знаю, там ни колун, ни дрова рубить. Ну, 30 градусов, там, может, 25. Ты помнишь, с Турции я привез? А где палка? Да подожди ты, палка, это не палка, Дрын. черенок. Нет, рукоять. Точно. Рукоять. Палка называется. Дима, есть на Южном? Мы же заходили к нему в гости. Картину, которую подарил. Картину подарил. У него такие топоры, он их коллекционирует, восстанавливает, реанимирует и создает шедевры. Так я сейчас заточу, короче, аккуратненько и попрошу, чтобы он нам сюда ручечку хорошенькую придумал. И буду я именно еще тот, короче, большой змей. Правильно? Огород есть, втыкать есть куда, так что буду тренироваться. Сейчас и его мы тоже заточим. Хотя что, в 3 словах, поймет даже ребенок. Помимо того, что здесь есть картинки, объяснялки, есть книга на непонятном мне языке, но здесь все понятно. Кухонные ножи, угол заточки, скорость, а это уже ленты, когда сколько раз надо. Допустим, 65-я лента, 4-8 раз надо провести, и ножик будет шикардос. Я начну. Шпаргалка. Или инструкция? Это Библия для ножеведа или ножевладельца. Катюня. Ленты идут в комплекте. Я поставил самую грубую, потому что начнем именно такой себе, с черной работы, елки-палки. Сейчас этого хулиганчика возьмем и заточим. Слышь, пока я не начал жужжать,
Ланочка и Гринечка? Да. Из Бруклина? Огромная благодарочка. Короче, прислали посылку. Почему ее даже не показали? Так я вам объясню. Ульяна как напала, короче, как надела на себя 3 платья, и до сих пор он там бегает, не можем ее снять. Спасибо от души, благодарочка. Да? Да, спасибо большое. Эх ты, короче, блин. Ну это просто шедевр. Катюша. Тут что хочешь делается у него, ты видишь? Ну, если ты думаешь, что я Нажал, понимаю, то... Да я тебе говорю, что вот насколько люди молодцы и сотворили именно чудо. Это люди, у которых руки растут с правильного места, души не чают от такой аккуратненькой, но приятной мелочи. Мне интересно, это Скорость только мне не регулируется. интересно? Или вот всем женщинам, кто смотрит наш канал, не интересно будет? Слушай, ну так я тебе открою секрет, что у нас не только женщины смотрят. Не, я Женщины. понимаю, что мужчинам Я интересно. таки извиняюсь. Ребята, это для вас. Эх ты. Смотри, как удобно. Угол выставил себе. А ну-ка, пока не началось, я сейчас сразу покажу. Смотри, на эти щечки. Смотри. Видишь? Ты крутишь колесико, и щечки, в зависимости от того ножа, который тебе надо, раздвигаются и создают тебе уже правильный, Хорошо, мы идеальный уже заводской поняли. Все, угол. давай, поехали. Вот я бы хотел тебя слезно попросить в сегодняшнем видео просто помолчать и передать людям шедевр в виде съемки. Давай, Хорошо. поехали, давай, приехали. Одно сплошное удовольствие. Все? Ты уже 6-8 раз провел? Катюня, угол, видишь, образуется уже потихонечку, а? Кромочка. Так это я только грубо этой штукой прошел. А я даже не читал 6-8 раз. Теперь с другой стороны. Мне кажется, это 4 Ребята, кому провел. интересно, там ссылочка, контакты на вот эти агрегаты под видео. О, искры прям летят. Да. Сережка, Слышишь? что так должно Как быть? на заводе, да. Может, ты что-то неправильно делаешь? А что ты очки защитные не одел? Ты ж купил себе. Они у меня на стройке. Надо воспользоваться было. Так надо было поехать и туда точить. Ну, поедем. Ух ты, искорки. Что, ты доволен? Я смотрю, как происходит сам процесс И что? создания кромки. Угол заточки. Поняла? Да. Слышишь? Это уже приятно. Обалдеть. А будет еще приятней? Ну да. Это самая грубая лента. Она, в принципе, нужна вот только для вот таких вот моментов, когда ты создаешь просто именно нож с нуля. Ее убираем, ставим вторую. А ну-ка, давай, попал. Валик нажал. Все. Лента на базе. Хе-хе-хе. Ты что? Ну, короче, по последовательности можно дойти до вот такой, который Даже какие-нибудь, вообще не имеет ножнички сопротивления. маникюрные, наверное. Ножнички маникюрные, ножнички кухонные, все, что ты хочешь. Можно скальпель даже аккуратненько заточить. Вот это, я даже не знаю, будешь, если ты уже до такого доведешь, волос, знаешь, кидаешь, короче, лошадиный. А, хотя, извини, ты же не любишь, когда я так говорю. Да, и он рассыпается. Лезвие? Блин, та только... да, уже лезвие. Так это только на 2 лентах. Знаешь, что самое неприятное в этом всем? Нет. Что только начал, уже и кончил. Вот, блин, с этим хочется играться, а оно уже готово. И елки ты палки. Ну, как для топора, это именно уже шикардос. Лучше и не придумаешь. Тебя ждет большая реставрация. Так, аккуратненько, куда тебя? Вот сюда. Топорик у меня, я его тоже градусов 30. А что нет? Давай 25 бахнем, а? Угол. Все. Ты решил все ножи сегодня переточить? Смотри, как все. Ну, есть работяги, есть то, что давно просилось. Вот этот вот односторонний красавчик. А толстый какой? Мой любимый. Почти.
Домашний Вустхов. Или Вустхов. Короче. Домашний. Самый тупой, который. Домашний Джермани принес. И его заточим. Там много ножей и как бы и не нуждается в заточке. Ну а что, ну поиграться можно. Тем более эта штука хуже не сделает по-любому. Эх ты. По 4 раза с каждой стороны. Тебе, конечно, ничего не понятно, но вот это маленькая, идеальная, замечательная кромочка. Так? Порядочек. Я их сейчас все на первой ленте сделаю, правильно? Так, это 20. А потом? Потом поменяю ленту, поставлю чуть-чуть нежнее, вот эту. Хотя мы сегодня 2 лентами обойдемся, правильно? Скальпеляж не будем делать? Нет. О, павлина пришла. Я что хотел сказать, Катюша? Что? Ну, понятно, что у тебя в мире животных, а у меня о другом. Ну, так я хотел просто порадоваться. Да-да. Вот насколько приятно тебе, ничего, даже если у тебя после вчера руки тарабанят, короче, вот здесь все будет полный порядок. Я просто не Смотри, понимаю, что какая происходит. разница. Суешь и суешь. То один, то второй, то третий. Сколько Ну, ты, можно блин, не уже? стыдно тебе? А что, ну... Женщина при муже такое говорит, не понимаю, какая разница. Я Суешь про ножи то по один, твои то второй. говорю. Вот, лучше бы ты молчала. Ножик попадает сюда, ложится на вот эту стеночку. Видишь? Магнитится. Может быть слегонца. И Ну, может быть, аккуратненько амагнитится. просто вот так вот ты его ведешь на себя. Все. Блин, не, ну молодцы, кто придумал такую штуку. Это просто ужас, как приятно. Так, для такого ножа скорость не обязательно максимальная. Ставим серединку. Катюня, слышишь? Мы сейчас, когда снимем, не забудь Марата набрать, сказать, что ножи острые, а то он сейчас придет, и чтобы себе опять, не дай бог, полпальца не чикнул. Поняла? Обязательно. Я переживаю. Пальца Марата надо беречь. Медитировал, Сереж? Или еще нет? Да. Так, второй. Готов. Короче, что я сейчас еще на этих 20, сколько тут? 20. На Пока. 20 бахну европейца, потом на 15 бахну японца, и будет таки на сегодня достаточно. Правильно? твоем По случае- крайней мере, ты себе там поедешь дальше по делам, людям я голову морочить не буду, а я буду играться дальше, сколько Я захочу. о другом хочу сказать. Шо? В своем случае, пока все ножи переточишь, уже и день к вечеру будет. Вот тебе это что, гудешь? А для меня музыка, знаешь, я сейчас стою как скрипач, короче, у меня смычок, и я вожу по скрипке. И ты себя Ножки чувствуешь такой. именно скрипачом таким, да? Ну, было, пока ты не нарушила мою идиллию. Я всегда, когда ко мне попадали новые ножи, ну, я не знаю, у тебя получится или не получится, Ну, я вижу показать промышку. близко вот сюда. Просто Всегда если ты был его сюда он- навернешь, повернешь, то Ну, я... так ты регулируй, ты же оператор. Мне всегда было Конечно, удивительно, как люди вот такую тонкую кромку умудряются сделать. Все, да умудрялся я сам такой.
Так, ты меня отвлекла Наконец-то хоть количество дома раз. будет нож острый, а то готовишь и только мучаешься. Чтоб ты еще и готовила, Я ну, тебя готовлю. предупреждаю. Вчера Это омлет острый. готовила. Яички еле разбила. Обо что? Об нож. Об колено их бьют, елки-палки. Я не умею. Ну, так я тебя научу. Так, и этот готов. Японец. Угол 15. Хотела спросить, у Микуси получится там снять зашелки? Что? Хотела спросить, у Ники получится защелку снять в коляске? Да Пока иди ты тут помоги, не с отвлекай ножиками меня, елки-палки. Каждый раз, как в первый раз, да, Сережка? О, получилось. А серьезный какой. Вкусно тебе? Зубы? Вкусно? Агу. Агу. Что, перекусил ребенок? Да, на Ты деревья пока кормила, засмотрелась. слышь, я уже все ножи уже уработал. Иди хоть покажу, елки ты, палки, эх ты. Короче, что, Я думаю, ты сегодня будешь спокойный такой, умиротворенный. Ты же медитировал, пока после все этого ножи? видео, вообще я не знаю, что это такое медитировать, мне просто приятно это делать. Ну, это вот Я уже, приблизительно то, что ты и я уже говоришь. поставил ленту, Самое- предпоследнюю перед самой мягкой. Короче, Это последняя. да, это последняя. А у тебя? А у меня стоит Перед ней. предпоследняя, да, мягенькая такая, еле-еле. Что, все углы я выдержал? Смотри, можно тренироваться там на помидорах. Ребята, ну лучше, чем волосня, еще никто ничего не придумал. Эх ты, с какого начнем? Марат Джан, с твоего. Шо? Чем волосня еще никто ничего не придумал. Видно? Сережа, это не очень красивое зрелище. Видно. Нифига я волосатый Фу. был. Так, этот есть. Смотри, домашний. У меня уже волосы заканчиваются, Катюша. Да нет, тут еще режь, не перережешь. Серьезно? Ты считаешь, что это вот это вот красота? Это Ты показатель. лучше руку покажи, что она у тебя лысая стала. А так, ну что, нормально. Ну, вот это Все, и другое бриться дело. не надо. А ну-ка, Самура. А можно и я? А тут Самура, на Самуре аж ничего не остается, ты видишь? Побрею тебя. Можно? Ну, с удовольствием. Сейчас бы приложила руку. Да успокойся ты. А ну, топор Джан, мой любимый. Слышишь? Оно просто... Фу, Падает. звук неприятный, и зрелище неприятное. Катюня? А, ну что? Так я теперь лысый буду везде, не только здесь. Ребята, это да. Что, лично я балдею. Короче, эта штука еще и серейторные ножи тоже точит. Вот такие вот, для хлеба. Да? Серейторные, да. Фрррр. Только с одной стороны их надо точить. Вот есть Серейторный. сечка, видишь, с этой стороны? Какой он называется? А точить надо с этой, с ровной. Серейторный. Я сам не знал, пока у меня эта штука не появилась. Да, это ты Да. вычитал? Что там, пчак. Короче, друзья, я вам долго голову морочить не буду, но еще одну ленту покажу. Я уже хотел сказать, что хватит, ну, понимаю, что многим это видео не зайдет, но это для немногих. Для ценителей, для любителей. У меня уже много друзей такую вещь себе приобрели. Говорят, Серега красавчик, спасибо огромное, что подсказал. А что я? А я сам в шоке. А? Катюша. Что, Сережа? Ну кого еще заточить, я не знаю. Какой здесь угол стоит? Так, 20-ка. Ну давай домашний, сейчас полирнем. Ха-ха-ха. Смотри, вообще сопротивления нет. Вот это уже хирургический инструмент получается. Миланя согласна с тобой. Согласна, моя девочка. Сейчас раза давишь по на 3. нож? Нет, вот же ж рука. Я просто тяну его на себя. С вот такой небольшой скоростью, как Марат научил. Дашь попробовать? Поточи? Ну, конечно, потом. Нет, я дам тебе попробовать уже ножом поработать. Нет, это я не И ты поймешь, что такое, когда в доме хорошие ножи. Да, мне не приходилось с этим встречаться. До Коли. Вот ты неугомонная, Катюня, специально для тебя я сделаю
Ой, это я тоже не люблю Самый этот звук. любимый Ну. твой звук. Ты готова? Нет. А. Хватит. Сережа, Тогда я делаю макароны. Смотри, что готово. а если я Ай-яй-яй. сейчас в обморок упаду? Как это? Договорилась? Надо было показать, как эти ножи до этого ее Да, вот надо не было резали, показать. а Вот именно именно, рвали. надо было показать. А есть еще люди там на помидорах, знаешь, там тренируются, кидают помидор, он распадается. В нашем случае даже кидать не надо. Вот так вот просто провел, и будет шикардос. Короче, мне тут есть что делать, друзья, от всей души, с хорошим настроением. Для вас показывал удивительную вещь. У каждого любителя ножей должна быть такая. На самом деле это какой-то маленький мини-завод по заточке ножей. Эх ты, World Sharp, огромная благодарочка. Ну и все. От всей души с хорошим настроением для вас сегодня точил свои ножи. Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао.